Простите меня, пожалуйста, но фильм, который вы сейчас планируете увидеть, его не будет. Я поначалу как-то видел эту историю, видел, что если снять этот кусочек и этот кусочек и вместе сложить, он сможет рассказать о том, что я хотел бы, чем я хотел бы с вами поделиться. Но когда я сложил снятое мной, я понял, что этого не происходит. В моей жизни полгода назад появилось окно напротив моего дома, в котором постоянно горит свет. Дай интервью школы какую-то. Сколько окно уже не светится? 4 месяца. Не светится? Горит. И что с этим, что с этим делать? Страшно. От чего? От непонятного. Сейчас светится? Да. Ага. И потом пришла идея снять об этом фильм, и я послал заявку на фестиваль 86 о том, что у меня есть такое окно, мол, давайте все-таки узнаем, почему там свет горит. Думал, будет начинаться фильм так. Темные кадры, ночи с светящимися домами, в которых горят окна. И звучит стих Саши Семудрова в моем исполнении, который звучит: «Светом искрятся ячейки, бетонные хрупкие соты. Из окон глядят человеки, пришедшие поздно с охоты. В печи разогреют заботы, изучат товарные чеки, у зеркала спросят, кто ты, и примут пилюли с аптеки. Черные пятна на теле смоются водами в душе, но знают, на самом-то деле останутся грязные туши. И не о чем больше плакать, и некого больше слушать. Им попросту хочется какать, им попросту хочется кушать». Я сидела себе на переднем сиденье, это те, которые по 2 штучки. Возле окна. Залипала в телефоне. Зашла бабуська какая-то старенькая. Не надо. Что? А зачем ты это снимаешь? Что? Тебя не снимать? Нет, а зачем ты вообще снимаешь? Что? Зачем ты вообще снимаешь? Кот, хочу снимать. Что? Она зашла и хотела сесть рядышком со мной. Ну, типа там, хотя бы сталкивалась с бабушкой уже. Обычно. И она не успела дойти, как водитель тронулся. Она начала падать назад и начала очень страшно кричать. Не типа там, а прям ну прям орёт. Так вот только списком и очень долго. Может там кто-то больной просто, живет, типа, лежачий. Какой-то старик. Он боится. Днем не может выключить свет. Не знаю. Вообще не знаю. Думаю, как лампочка там не перегорает уже 4-й месяц. И я снимал свою квартиру, я снимал квартиру своей мамы, я снимал эту квартиру, в которой сейчас нахожусь, в которой я родился. Костя, я могу что-то попросить, когда ты пришел? Мамочка, да, конечно. Давай. У меня есть срочность. Понял. Хорошо, давай. Тут все прочитать и выкинуть, да? Нет. А как? Там документы. Ну да, должна же прийти какой-нибудь. Ты не брала ничего, да? Юра, иди тоже.
вроде как начало положено истории, да? Вот. И должно же оно прийти к какому-то развитию, должно прийти к какой-то ситуации, которая развяжет все эти бытовые сцены, которые я наснимал, которые развяжет, которые как-то объяснит светящееся постоянно окно. Вот. Но все это время я снимал свою бабушку. Я приходил к ней в гости и просто снимал ее на видео. Я думал, мы так общаемся с ней. Столько всяких проблем, столько всякого барахла ненужного накопилось на такой старости лет. Така погана старость, конечно. А яка хороша старость? А? Яка хороша? Да, о чем ты говоришь? Что рассказывать? Нужно прожить столько лет, сколько ты можешь быть таким потрібним чоловіком на землі всім. Так, це не потрібно. Так, Укртелеком. не рви, пожалуйста, пока что. Ты ж платить не будешь? Я не рву. Не рву. Так, сейчас все порвет. Так, это счет тебе за телефон. Ой, Господи. 55 гривен. На, это на телефон. Это мне не надо рассказывать. О, Киевэнерго. Тамара Михайловна, вот это Киевэнерго, может, не надо разрывать? Стоп. Рахунок за электроэнергию. Вот, теперь приходит рахунок. Я уже 1000 заплатила. Ты знаешь это или нет? То, что пришла? Да. Штраф? Да, то штраф. Так давай его сюда. Давай его сюда. Из-за твоего руководителя, прости. Извини меня, но это не из-за моего руководителя. Я тебе что сказал? Чтобы ты мне отдала письмо, а не платила. Я тебе что сказал? А не из-за моего руководителя. Ладно, подожди, потому что сейчас я не соберу и вообще все потеряю. Ой. А то ви всі розумні і всіх десь ховаєтесь. Мы разумные. А все оно ко мне идет. Мы И сюда разумные. бригады приходят. Простите. Все, я тебе отдаю 1000. Какую 1000? Так, это... Все, Юрочка, это твое. Подожди. Выкинуть в мусорник. Не надо мне сюда складывать. Ладно, все. То потом я его в руки не могу взять. Пошли, а то мы тебя перевозбудили. Ну, я не знаю. Ще стережу цю хату. То може ти потрібна тому? Не знаю. Як сторож, ти як Може, сторож? Потрібно як Сторож цієї хати? цієї хати, не знаю. Сторожу я чи ні. Вон, бачиш, скільки таблеток? Вон, бачиш? Бачиш, скільки таблеток? Вон. Да. Мішки, вон, торби. Кругом. Даже забуваю, що пити треба. І за чим. Так, бабушка, ну я піду зараз. Ага? Піду. Ну, давай. Буду до тебе заходити. Да, заходь. Будемо спілкуватися з тобою. Да, понимаешь, потому что все-таки, ну, як можешь, конечно. Да я знаю, тоже занят. Но ближе у меня тут человека нет. По всем близостям.
знати. Понімаєш, чимось, начинкою. Ну я ж не ходяча зовсім. Як це не ходиш? Ну так. А що ти зараз ходиш? Пляж. Так, хожу. Не ходиш, а літаєш. На всьому готовому. Та борода росте. Борода, ну. У внука борода. Да. Да. Ну давай пробуй, я не знаю яке. Бери. Борода у внука. Ты это самое. Ну давай. Мажь или лей. Ну пробуй. Будемо розбиратися. Я даже не знаю, там может может быть косточки есть, потому что не открыто же, видишь, так что никто. Да бери больше, что ты так Та я ж не боишься? сладкоєшка там якийсь, я просто собі, Ты сладко ешь. конечно, Ну, давай. налью і вирижненько буду. Да нет, так туда макать уже не надо, як Я не налить буду уже туди треба. намакати. А ну, съедобная еда. Ну, М? Ты, вот если у тебя вдруг выключился свет, ты возьми табуреточку, ну аккуратно, конечно. Да, я ее беру и становлюсь на вот тот маленький стульчик. Все. Тебе надо нажать вот на пробку, нажать ее обратно сюда вдавить. Просто взяла, рукой Что, нащупала. каждую? Прощупай каждую прощупай. Ага. Вот, смотри, видишь? Вот. Видишь, нет света. Ага. Дело в том, что в моей жизни появилось еще одно окно, наверное, более важное, в котором также постоянно горел свет. Я это обнаружил тогда, когда однажды зашел в эту квартиру, увидел свою бабушку, лежащую на полу. У нее в комнате было темно, я мог предположить, что все закончено для нее. Вот, и я начал случайно вслух произносить: «Бабушка, миленькая, дорогая, бабушка моя». Шо, Юра? Щось трапилось? та ні, нічого не трапилось, просто А що не хочеш сказати? И она мне ответила. Я сразу же включил свет в ее комнате и увидел, что она лежит на полу, просто упала, видимо, упала несколько дней назад, и вот лежит, не может подняться. Я понимаю, что нужно звонить в скорую, нужно звонить папе, потому что поднять ее невозможно, она кричит, если к ней притрагиваться, а вот если она лежит, можно подождать. Расскажу самое главное для меня, что когда мы привезли ее домой уже и положили на кровать, мы оставили свет включенным, потому что думали, с ним будет как-то добрее, как-то лучше. Что вы видите перед собой? Бескрайнее море. Или пики заснеженных гор. Или небоскребы городов. Или дзен с луной. Вот. А на следующие дни, когда мама выключала свет в комнате, ну, не знаю, по привычке, может быть, бабушка прокричала «Нет!» и кричит «Нет, Женя! Типа, не выключай, не надо!» Ну, может, не так кричит, конечно, как я это делаю, но кричит. И в этот момент я понимаю, что вот у меня
есть еще одно окно, в котором горит свет.